Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание знакам зодиака и поговорим о том, какой же самый злостный, какой же самый негативный знак зодиака, как вам нужно измениться в своей жизни, на какие вам стоит обратить внимание моменты, чтобы в вашей жизни было изобилие, достаток и благополучие. Вы знаете, все люди без исключения рождены под своим знаком зодиака. Одни придают этому много внимания, изучают все то, что с ним связано, так как знают, что это способно помочь им найти свой истинный путь в жизни, исправить ошибки, которые они допустили или же могут допустить по незнанию. Также такие знания способны помочь увидеть свои сильные стороны, о которых человек может даже и не догадываться, или же они способны помочь увидеть то, что мешает счастливой и полной изобилия жизни, перекрывая потоки сильных энергий, которые не только во всем помогают, но и укрепляют энергетическое поле. Ну а есть люди, которые мало об этом знают и считают, что ни на что не могут повлиять, поэтому не вникают в эти знания, тем самым самостоятельно причиняют себе вред, упуская возможности, которые даны им судьбой. Есть и категория людей, которая прячется за знаком зодиака, оправдывая этим те действия, которые совершает. Но это совсем не так, и человек может влиять на свою судьбу, на свои качества, меняя их, главное желание, знание, а также понимание того, что же это должно быть. На поведение знака зодиака могут влиять разные факторы, такие как люди, которые рядом, чувства, которые они испытывают по отношению к тому, возле кого они находятся, взгляды, желания, понимание. Поэтому и бывает часто, что один и тот же знак зодиака в чем-то похож, а в чем-то и кардинально отличается, поэтому нужно на многое обращать внимание. Не стоит забывать и о том, что человек определенного знака зодиака может с одними людьми вести себя положительно, так как уважает их и ценит их присутствие в своей жизни, а с другими вести себя абсолютно по-другому, так как ему не важно, задержатся данные люди в его жизни или нет, так как он не считает их присутствие чем-то важным для себя. Давайте поговорим о светлых и о темных сторонах каждого знака зодиака, которые очень часто скрыты от посторонних глаз. И даже если вы этого не видите, можете быть уверены в том, что они присущи такому человеку. Поэтому обязательно посмотрите не только свой знак зодиака, но и членов вашей семьи, а также тех людей, которых вы любите и цените. Итак, друзья, начнем со знака зодиака Овен. Вы знаете, это знак зодиака, который имеет много положительных качеств. Он способен многим помогать, но только тем, кого они уважают и считают достойными себя. Если они видят, что человек лжив, никогда ни при каких обстоятельствах не подадут ему руку помощи. Овен часто не умеет контролировать свои эмоции, поэтому стоит научиться, но тем не менее это неиссякаемые оптимисты. Они всегда верят в то, что у них все и всегда будет хорошо. Эту веру они способны передавать и тем, кто их окружает. Овны способны выходить из себя по разным пустякам, что часто отталкивает от них тех, кто способен оказать положительное влияние на их жизнь. Такой знак зодиака любит создавать оболочку несокрушимого, благодаря чему скрывая под ним душу, которую он таким образом защищает. Овны быстро загораются и даже быстро затухают, поэтому если не хотите испортить с данным человеком отношения, в моменты, когда он не контролирует свои эмоции, от него лучше держаться в стороне. Далее знак зодиака Телец. Уважаемые наши тельцы, вы тот знак зодиака, который отличается верностью. Это касается как принципов, так и отношений с людьми. Вы никогда не предадите, не подставите и не променяете близкого человека ни на что в мире, даже если будут в этом сильно нуждаться. Вы стараетесь соответствовать высоким идеалам и стараетесь подбирать себе такое же окружение. Если вы видите, что вашему родному человеку требуется помощь, вы незамедлительно оставите все свои дела и сделаете все, что от вас в такой момент будет зависеть и потребуется без сожаления и малейших сомнений. Вы знаете, тельцы – это собственники. Они не умеют контролировать свои порывы, поэтому могут перегибать палку по отношению к тем, кого по праву считают своим.
Если представители данного знака зодиака увидят, что им что-то угрожает, первым делом, что они сделают, это нападут сами, считая это верной тактикой. Если не хотите попадать под горячую руку, будьте честны с тельцами. Не давайте им повод подумать, что им что-то угрожает, любите и цените их. Далее близнецы. Уважаемые наши близнецы, это очень общительный знак зодиака. И вам всегда нужно, чтобы возле вас были те, кто вас понимает и поддержит в любой ситуации, а также порадуется в моменты, когда они будут достигать успехов. Они очень интеллектуальны и готовы проявлять это свое качество в разных сферах своей жизни, что помогает вам добиваться успехов, осуществлять многие задумки и планы. Порой близнецы переменчивы в характере. Сегодня им может нравиться одно, а завтра совсем другое. Из-за этого они непредсказуемы. Представители данного знака зодиака способны притягивать потоки сильных энергий, которые их окружают на протяжении жизни и помогают добиваться поставленных целей. Поэтому нужно при общении с ними учитывать то, что они переменчивы, и подстраиваться под это. Если такого не делать, отношения не сложатся. Не стоит представителей данного знака зодиака заставлять выбирать. Выбор может вам не понравиться. Далее рак. Уважаемые наши раки, вы сочувственный знак зодиака. Вы стараетесь понимать всех, кто встречается на вашем пути, оправдывая многие действия людей, которые оправдывать точно не стоит. Вы тот знак зодиака, который обладает отменной памятью, который можно назвать лучшей из всех знаков зодиака. Вам постоянно нужно о ком-то заботиться, но и принимать заботу о других. Вы также не откажетесь. Вас легко обидеть, оскорбить, после чего вы, конечно же, простите, но уже не сможете доверять вам так, как это было ранее. Негативной чертой данного знака зодиака является то, что они не умеют контролировать то, что говорят в порывах гнева и злости, поэтому потом за это приходится отвечать. Они через время сами жалеют о всех словах и своих действиях, но им для того, чтобы все осознать, нужно время, поэтому лучше им его давать. Если даже вы услышали от данного представителя то, что вам не понравится, не стоит усугублять. Дождитесь, пока он придет с извинениями, и тогда в спокойном и без эмоционального всплеска в разговоре расскажете о вызванных неприятных эмоциях. Далее знак зодиака Лев. Уважаемые львы, вы целеустремленные люди, которые готовы идти к своей цели, независимо от того, какие преграды будут встречаться на вашем пути. Вы способны организовать с нуля прибыльное дело. Вы не боитесь работы и благодаря этому получаете полную изобилие жизнь. Вы тот знак зодиака, который умеет проявлять благородство, но порой это плохо сказывается по отношению к вам. Представители данного знака зодиака порой бывают тщеславны, стараются показать свое превосходство по отношению ко многим людям из своего окружения, не придавая значения тому, что данный человек может ниже быть по финансовому статусу или же в более тяжелом жизненном положении на данном этапе. Вы не будете терпеть и тех, кто будут неправильно и неискренне относиться по отношению к их семье и к ним сам. И не потерпит и тех, кто будут стараться находиться в их окружении для того, чтобы черпать от них деньги. Поэтому, если нет искренности, держитесь от львов подальше, так как то, что получите взамен, вам однозначно не понравится. Далее знак зодиака Дева. Уважаемая Дева, вы милые, обаятельные люди, которые готовы подставить свое плечо близким людям, которые действительно в этом нуждаются. Вы умеете анализировать свои действия и действия людей, которые вас окружают. Вы способны видеть то, что скрыто от других глаз. Это трудолюбивые люди, которые добиваются успеха в карьере. Вас любят, вас уважают и вас ценят. Но вы способны придираться к всевозможным пустякам, если вам что-то не нравится, или же если вы захотите, чтобы вы сделали то, что вам нужно. Девы спокойны вообще по натуре, редко кому удается вывести вас из этого состояния. Но если разозлить данного человека, то на вашем пути лучше не стоять, так как вы ни перед чем не остановитесь, чтобы наказать того, кто привел вас в такое состояние. Вы готовы любым путем защищать свои взгляды на жизнь, отстаивать свою правоту, защищать интересы как свои, так и своей семьи. Ведь семья для вас имеет очень важное значение и занимает существенную роль в вашей жизни.
Далее весы. Уважаемые весы, вы те люди, которые любите, чтобы гармония окружала вас во всем. Вы любите общаться с близкими людьми, находиться в их окружении, проводить время в кругу семьи. Для вас присуще чувство справедливости. Вы любите оказывать позитивное влияние на чью-то жизнь, стараясь изменить ее в лучшую сторону. У представителей данного знака зодиака много друзей и вас ценят. Иногда представители данного знака зодиака могут обманывать, не договаривать, но не из-за зависти и даже не преследуя при этом злой умысел, а просто не желая кого-то обидеть или сказать всю правду, так как можно сказать, что вам на это не хватает смелости. Поэтому, если вы при общении видите какое-то несоответствие, можете обговорить это, но не стоит обвинять данных людей во лжи, так как ваша связь будет утеряна. Вы готовы на многое ради близких людей, но вот врагам нужно держаться от них подальше. Скорпион, уважаемые наши скорпионы, вы решительные, вы страстные люди, вы способны во многих сферах жизни, но также вы один из самых и трудных знаков зодиака. Вы привыкли делать только то, что считаете правильным и нужным. Вы не привыкли следить за словами, вы можете обидеть не только того, кто не имеет для вас никакого значения, но и даже самых близких людей. Вы очень требовательны как к себе, так и к своей семье, очень часто не замечая чувства меры и не понимая, когда же стоит остановиться. Из-за того, что этот знак считается трудным, его владельцы часто некоторые свои недостатки прикрывают грубостью, хамством и порой надменностью. Вы тот знак зодиака, который будет дружить с теми, кто вам нужен на определенном этапе. Если вы будете ощущать, что данный человек уже сыграл свою роль в вашей жизни, вы сможете от него отказаться. Вы умеете любить, но старайтесь это не показывать, чтобы никто не принял данное чувство за слабость. Далее стрелец. Уважаемые наши стрельцы, вы честные, даже часто религиозные люди, которые несут в своем окружении сочувствие и добро. Любите совершать такие поступки, но порой можете проявлять бестактность, даже в такие моменты, когда от вас этого никто не ожидает, чем ставить окружающих людей, к сожалению, в неловкое положение. Вы также темпераментные люди, поэтому, когда вы злитесь, возмущаетесь, что-то рассказываете, вас лучше не перебивать и дать договорить все до конца, иначе последствия могут быть непредсказуемые. Вы люди, которые умеете хорошо читать людей, поэтому с легкостью наводите точки, нажав на которые можно ударить в больное место, чем очень сильно можете обидеть, оскорбить. Потом они осознают свою вину, но больше данный человек не пожелает с вами общаться. Вы способны просить прощения, но сделаете это только в том случае, если будете бояться потерять данного человека. Таких близких людей в вашей жизни немного, так как не все готовы терпеть такое поведение и вспыльчивость. Далее Козерог. Уважаемые наши Козероги, вы очень ответственные, трудолюбивые люди, которые всего в своей жизни добиваются своим собственным трудом. Вы всегда знаете и умеете зарабатывать деньги, обращаться с ними, когда нужно накопить, а когда нужно потратить. Любите чем-то удивлять своих близких, показывая им то, что они ранее не видели, и давай попробовать то, что ранее они не пробовали. Это касается как разнообразных поездок, так и экзотических угощений. Вы очень благоразумные люди, вы готовы уступать, если видите в этом смысл. Но если представители данного знака зодиака заупрямятся, сдвинуть их с места или же в чем-то переубедить никогда не получится. Вы очень упрямы. Если вы упадете в его глазах, то шанса что-либо исправить он вам также не даст. Поэтому, если цените представителя данного знака зодиака, не предавайте, не обижайте, тогда он будет носить вас на руках и никому не позволит вам навредить. Если вы уже вспылили, дайте себе успокоиться, а только затем продолжайте разговор. Далее Водолеи. Уважаемые Водолеи, вы свободолюбивые люди, доброжелательные и изобретательные, которые умеют хорошее воображение. Вы можете придумать что-то на ровном месте так, что уже через некоторое время сами будете в это верить. Если с вами не объяснится ситуация, очень быстро зайдет в тупик, и слушать вас Водолей уже не пожелает. Ко всему
Вы очень обидчивы, а также необычайно мстительны. Если вы обидели Водолея, он вам это не покажет. Но придет время, и об этом поступке вы очень сильно пожалеете, так как его мстительная натура не прощает даже маленьких погрешностей, не говоря уже о предательстве. Водолеи – прирожденные лидеры, и ни перед чем, ни перед кем не остановятся, чтобы это продемонстрировать, даже если нужно будет соврать или манипулировать. Если у вас нет по какой-то причине настроения, через время вы постараетесь сделать так, чтобы его не было уже ни у кого. Вы не готовы прислушиваться ни к чему, ни к какому мнению, ведь сами себе на уме и, к сожалению, не умеете работать в команде. Рыбы, уважаемые рыбы, вы очень чувствительные, вы восприимчивые натуры, которые всегда делают то, что пожелают нужным. Вас часто недооценивают, но вы не оставляете возможности проявить себя не в лучшем свете, показав все, на что вы способны. Вы меркантильны, артистичны, что помогает разыгрывать вам спектакль перед теми, кого вы желаете поставить в неловкое положение, когда вам это нужно, и можете даже заплакать. Вы непрактичны, любите покупать ненужные вещи, с которыми потом не знаете, что же делать. Вы черствый человек, часто забываете о том, что для кого-то что-то важно, если преследуете свои собственные интересы. Это касается как рабочих моментов, так и семьи. В вашей жизни есть только они, остальные, по вашему мнению, прилагаются как что-то дополнительное. Вы не такие простые и меланхоличные, как может показаться с первого взгляда. У вас много скрытых качеств, которые относят вас к самому опасному знаку зодиака. Поэтому, если в вашем окружении есть эти представители, присмотритесь к ним внимательно. Вот такими, друзья, информацией хотели с вами поделиться, поэтому обязательно используйте, друзья, эту информацию себе во благо. И смотрите, кто в вашем окружении. Это очень важно. Но прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.